marching to a joyful beat. Candles glow in every home. Hearts are warm though the wind may roam. Snowlight tonight, shining so bright. Carols fill the sky. Magic inside. Приветствую, друзья! Я очень рада, что вы со мной готовитесь к Рождеству. В сегодняшнем видео мы свяжем вот такие милые конусные елки, выполненные с обвязкой спиралью, которые собираются вот так вместе пирамидкой. Вот. Они могут быть как украшением возле самой елки нарядной, возле камина, или же их можно использовать как брелки или украшения на саму елку. Для таких елочек лучше использовать хлопковую нить. У меня это Young Art Creative, 100% хлопок, 50 грамм моточки, 85 метров. Выбирайте интересные цвета. У меня здесь салатовый с желтым, зеленый с красным, зеленый с оранжевым и белый с синим. Крючок я беру на размер меньше, чем рекомендуют, номер 3, для того, чтобы была более хорошая плотность. Полотно должно быть плотным. Такие елочки могут быть разных размеров. В описании я даю 3 размера. Это на 9 сантиметров, на 14 сантиметров и на 18 сантиметров. Работу начинаем нить основного цвета, той, который вы выбрали для конуса. Итак, делаю колечко, крючок завожу в кольцо, достаю петлю, вывожу. 1 воздушная петля сверху. В полученное кольцо вяжу столбик без накида. Крючок завожу в кольцо, достаю петлю, 2 петли на крючке, провязываю вместе. Это первый столбик без накида. Завожу снова крючок в кольцо, провязываю сюда 2 столбик без накида. Теперь выполняю полустолбики с накидом. Накид, крючок завести в кольцо, достать петлю, 3 петли на крючке, провязываю вместе. Это первый полустолбик с накидом, накид, из кольца выполняем 2 полустолбик с накидом. Вот. И еще 2 столбика с накидом. Накид, крючок завожу в кольцо, достаю петлю, 3 петли на крючке, провязываю по 2 петли дважды. 1, 2. Вот первый столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Вот. Видите, такая лесенка получается. Теперь короткий конец стягиваю все в одну точку. Вот. Я не соединяю в круг, я буду вязать по спирали. Поэтому беру маркер, чтобы отмечать первую петлю. Итак, всего у меня 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и вот 6-я. Итак, для второго ряда делаю накид. И в первую петлю только считаю заднюю стенку. Вот первая стенка передняя, вот вторая задняя. И я подхватываю только заднюю стеночку. Вот так, вот передняя осталась. Так, достаю отсюда петельку. Вот 3 петли у меня на крючке. Здесь вот так ниточку перебросить. И провязываю столбик с накидом. То есть дважды по 2 петли. Вот это первый столбик с накидом за заднюю стенку второго ряда. И сюда в него мы ставим маркер. Вот так. Так, накид. Из этой же петли, тоже за заднюю стеночку, вяжу еще 1 столбик с накидом. Вот 2 столбика в одну петлю за заднюю стенку. Вот передняя стенка у нас вот здесь затянута немножко. Так, накид. Во вторую петлю только за заднюю стенку, видите, передняя занята. То есть мы не вот так вяжем, а только за заднюю стенку. Я вяжу 1 столбик с накидом. Одновременно вот этот короткий конец прячу. Вот 2 в первую петлю, 1 во вторую петлю. И это мы повторяем 3 раза по кругу. Накид в следующую петлю, 2 столбика с накидом, продолжаем прятать хвостик. Это первый столбик, накид,
Из этой же петли я вяжу второй столбик с накидом. Вот накид. В следующую петлю только за заднюю стеночку вяжу 1 столбик с накидом. Вот это второй повтор. Значит, у нас должен идти конус. Разрешите ему сразу же становиться конусом. Так, в следующую петлю, это предпоследняя, наш третий повтор начинается. Это 2 столбика с накидом. Вот. И в последнюю петлю 1 столбик с накидом. Все только за заднюю стеночку. Вот так. Видите? Можно одеть на пальчик. Вот как все должно быть. Все, сейчас у нас по кругу получается уже 9 петель, так как мы равномерно прибавили 3 петли. Следующий третий ряд. Забираю маркер. В первую петлю я вяжу 1 столбик с накидом за заднюю стеночку. Так, видите, не подхватила полностью накид. Подхватываю заднюю стеночку петли, вот передняя осталась. И сюда вяжу 1 столбик с накидом. Конечно же, в него помещаем маркер. Во вторую петлю я вяжу 2 столбика с накидом. Первый столбик. И в эту же петлю второй столбик с накидом. Вот видите, 2 в одну петлю. В третью петлю я вяжу 1 столбик с накидом. Вот. Видите? 1, 2, 1. Это повторяем трижды по кругу. Значит, в следующую петлю за заднюю стеночку все. Я вяжу 1 столбик с накидом. В следующую петлю за заднюю стенку выполняю 2 столбика. Вот раз. И в эту же петлю второй столбик. В следующую петлю вяжу 1 столбик с накидом. Вот это наш второй повтор. Так, третий повтор. В первую петлю 1 столбик с накидом. Во вторую петлю 2 столбика. Раз, 2. И в третью петлю, вот она, 1 столбик с накидом. Вот. Теперь у нас 4 петли в одном раппорте, 4 на 3, 3 раппорта всегда будет. Это 12 петель. Вот видите? Вот так получается. Сейчас у нас елочка на 12 петлях. Так, продолжаем. 4-й ряд. В первую петлю вяжу 2 столбика с накидом. Столбик с накидом. Раз. Сразу же в него ставим маркер. И с этой же петли за заднюю стенку второй столбик с накидом. Вот. В следующие 3 петли по 1 столбику с накидом. Вот в следующую петлю за заднюю стенку 1. В следующую петлю за заднюю стенку второй столбик. И в следующую петлю тоже за заднюю стенку третий столбик. Вот, видите? Прибавка 3 столбика. Это мы повторяем трижды. После 4-го ряда у нас по кругу 15 петель. Так, смотрите, так мы всегда будем вязать по 3 раппорта. 3 раппорта по кругу. Количество петель в раппорте на одну всегда увеличивается. То есть сейчас у нас 15 разделить на 3 это 5 петель в раппорте. Так вот, когда в раппорте нечетное количество петель, то мы посерединке раппорта делаем прибавку. То есть 5 минус 1 это 4, 4 разделить на 2 это 2 петли у нас вяжутся одиночные, прибавка и 2 петли одиночные. Так, давайте. Следующий 5-й ряд. Забираем маркер по 1 столбику с накидом в первые 2 петли. Вот раз,
и 2. Следующая петля — это серединка раппорта, сюда вяжется прибавка, то есть 2 столбика с накидом выполняется в одну петлю. Вот. Затем по одному столбику вяжу еще 2 петли. Так. Вот раз. И в следующую петлю все за заднюю стенку. Каждый раз не говорю, но вы должны знать. Так, по одному столбику с накидом. И так 3 раза. И после 5-го ряда у меня 18 петель по кругу и, соответственно, 6 петель в раппорте. Так вот, когда в раппорте четное количество петель, прибавку делаем в начале. То есть за заднюю стенку 2 столбика с накидом в первую петлю. Раз, 2. Не забудьте поставить маркер в первый из 2 столбиков. И до конца раппорта по одному столбику с накидом. А это у нас еще в 5 петель сейчас. Вот раз, 2, 3, 4 и 5. Вот. Это мы повторяем трижды. 2 в начале, затем 5 по одному. Итого после 6-го ряда у нас получается 21 петля. Вот. Соответственно, в раппорте 7 петель. Если нечетное количество петель, прибавка по центру раппорта. Значит, из 7 первые 3 петли мы вяжем по одному столбику. Вот первый, в него ставим маркер. Второй. И третий в первые 3 петли. В 4-ю петлю, это центральная, соответственно, прибавка. Вот 2 столбика в одну петлю. И довязываем еще 3 столбика по одному в каждую из следующих 3 петель. То есть в 5-ю, вот в 6-ю и в 7-ю петлю раппорта. Итак, трижды. Вот после 7-го ряда у нас 24 петли, 8 петель в одном раппорте, четное количество, прибавку снова в начало. Начинаю я из 2 столбиков в одну петлю, расположить в первый маркер. Затем по одному столбику в следующие 7 петель. И так вы дальше продолжаете прибавки ряд за рядом, прибавляя петлю то в центре раппорта, то в начале, в центре, в начале. И так до нужной величины вашей елочки. Теперь для самой маленькой елочки мы вяжем всего 9 рядов, таким образом получая вот здесь 30 петель. После чего вяжем последний ряд наш, 10-й. Уже не столбиками, а сначала полустолбиками. Накид делаю, за заднюю стенку ввожу крючок, достаю петельку, 3 петли на крючке, провязываю вместе, получаю полустолбик. И в эту петлю нужна нам прибавка. То есть я вяжу 2 полустолбика в одну петлю. Ставлю маркер в первую. Затем в следующие 9 петель по одному полустолбику, так как у меня 10 петель в раппорте. Так, раз. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И
9. Сейчас мы провязали 1/3 нашей работы. Следующую треть я вяжу столбиками без накида. То есть накида уже не делаю. Крючок завожу за заднюю стенку, достаю петлю. 2 петли на крючке провязываю. И прибавки уже не делаю. Вот первый столбик без накида. В следующую петлю второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой. Так, это 9 и 10. 10 столбиков без накида. Вот так, видите? И у нас последняя треть, то мы вяжем только половинку этой трети петлями соединения. Это еще 5 петель за заднюю стенку. Петли соединения 1, 2, 3, 4 и 5. Растянуть петлю, крючок завести в первую петлю только за заднюю стенку по направлению сзади наперед. Перетянуть петлю на эту сторону. Вот так. Дальше отрезаю ниточку и короткий хвостик продеть через последнюю петлю. Вот так. Видите? Получаем полый конус. Он должен вот так быть ровненький со всех сторон. Теперь вот этот хвостик мы вплетаем с изнаночной стороны, с внутренней стороны, можно сказать. Просто вплетаем в полотно, пряча таким образом конец нити. Готова маленькая елочка. И ее высота должна быть около 9 сантиметров. Не увеличится после того, как мы мерили последний раз. Так, теперь средняя елочка будет выглядеть примерно вот так, если сравнивать с мелкой. Значит, в средней елочке я связала здесь 13 рядов. Последний ряд это 6 лицевых, прибавка 6 лицевых. То есть 6 и 6 12, прибавка 13 14 петель в одном раппорте. 14 умножить на 3 это 42 петли всего. Я вяжу последний ряд, а это будет 14 ряд, таким образом. Делаю накид, в первую петлю за заднюю стенку вяжу 2 полустолбика с накидом. Первый накид, отсюда выполняем второй полустолбик. Верну маркер пока в первый полустолбик. Значит, следующие 13 петель по одному полустолбику. Быстренько их провязываем. 13 полустолбиков провязано, получается треть работы у нас полустолбиками. Дальше вяжу 14 столбиков без накида. Вот так. Не делая уже накида, выполняем следующие 14 столбиков. Вот я провязала 14 столбиков без накида. Осталось треть у нас 14 петель. Из них первые 7 мы вяжем петлями соединения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, так и 7. Вот 7 петель соединения. И заканчиваем работу также. Растянуть петлю, снять с крючка, ввести крючок в следующую петлю, за заднюю стенку перетянуть петлю, отрезать, зафиксировать. Так, и самая большая у меня елочка, это на 18 рядов, 18 сантиметров будет в длину, 57 петель по окружности. Последний ряд у меня прибавка была в начале. Вот. То есть это была прибавка 17 петель столбиками.
Поэтому сейчас бы прибавка должна была быть в середине. И мы ее поэтому не делаем. Только то, что в начале можно делать. Так, значит, я вяжу полустолбиками 1/3 нашего полотна. Это 19 петель. Вот так. 1, 2 и так дальше. 19 первых полустолбиков. Вот 19 полустолбиков без прибавок. Дальше 19 столбиков без накида. Тоже без прибавок выполняем. Так вот 19 столбиков без накида. И еще 10 петель соединения. Вот. 1, 2 и так дальше. Тоже все за заднюю стенку. Вот такие конусы мы получаем. Дальше будем делать обвязку, чтобы из конусов получить такую елочку. Покажу обвязку на средненькой нашей елочки. Значит, беру я хвостик, оставляю небольшой. Хотя можно им сразу делать петельку, если хотите, пожалуйста. Так, и соединяю, видите, в первую петельку первого вот нашего ряда за переднюю стенку. В заднюю стенку мы провязали второй ряд, а передняя стенка вот свободная. Сюда я соединяю петлю. 1 воздушная петля. Следующая петелька. Сюда петлю соединения. Можно вот этот хвостик спрятать, можно его просто отправить в елочку. Давайте один раз я его зафиксирую и затем отправлю в елочку. Воздушная петля. Так, в следующую петлю петля соединения, воздушная петля. Следующую петельку петля соединения, воздушная петля. Не затягивайте петли, старайтесь, чтобы были ровненькие, будет красивее. И так полностью вы вяжете по спирали, видите? Конец ряда будет уже аж внизу. Это все вяжется по спирали для закрепления. Glow in every home. Hearts are warm, though the wind may roam. Snowlight tonight, shining so bright. Carols fill the sky, magic in sight. Hold your loved ones near, spread the cheer. Snowlight tonight, На Christmas is месте, где у here. нас переход на столбики, полустолбики, мы также обвязку делаем. И когда перехожу к петлям от последнего ряда, я тоже подхватываю только крайнюю стеночку. Видите? Так вот я довязываю спиральку, видите, полностью. Растягиваю последнюю петлю, крючок завожу в следующую петлю по направлению сзади наперед, перевожу сюда ниточку, так же как делала с зелененьким цветом. По желанию из таких елочек можно сделать брелок. Видите, спиральки какие красивые, выполнены вот так красиво по кругу. Спасибо всем и всех с наступающим Рождеством! Frosty street, footsteps crunching to a joyful beat.